Всем привет, с вами Кисель. И прежде чем начнем, чтобы не потеряться, ссылочка на телеграм-канал в описании и в закрепленном сообщении. И если у вас лагают стримы, то Twitch и Trovo тоже в наличии. И видео параллельно выходит на Бусти, мало ли у вас там что-то лагает. А мы переходим к теме видео. Долгожданный Type 8 за 33 тысячи арксов. Купить за внутриигровую валюту его нельзя. За 33 тысячи вы получите красную окраску, шип-кит и набор оборудования для грузоперевозок. Но прикол в том, что он без каких-либо инженеров. Правда круто за 33 тысячи арксов. Его более дешевая вариация. 16 500. Голый корабль без всего. Вот так вот. Обзор на этот корабль будет позже, через пару часов, как выйдет это видео, или оно уже вышло. Новый стартовый пакет. На Вультуру. Охотник за головами. Расцветка и шип-кит. А по его оборудованию все очень грустно. Очень странные модификации, очень странный фитец. За такие деньги, а это 25 тысяч арксов, могли бы и раскошелиться. Еще один стартовый корабль за 25 500 арксов. Корабль, ну не совсем стартовый, это белуга, огромная бандура для перевозки пассажиров. Из инженеров только новый FSD-двигатель с ПГР с увеличенной дальностью. И, конечно же, каюта пассажиров люкс-класса. Здорово. С донатным контентом закончили, но если вы хотите поддержать меня, а не фронтиров, то ссылочка с донатами в описании в закрепленном комментарии. Ну и, конечно же, Python MK2 доступен за внутриигровую валюту, а не за арксы. Стоит голый корабль 59 миллионов. Обзор на этот корабль с инженерами по полной программе вместе с PvP уже готов давным-давно и будет в описании. Изменения связаны со всем, что связано с инженерами. При этом прошло 3 года с момента введения инженеров, способных улучшать ручные пушки и скафандры. Ну, как появилась Одиссея, грубо говоря. И обновлены требования разблокировки для некоторых инженеров. Для 5, для Кита Фаулера опрос общественного мнения поменьшен до 5, а было 10. Для Хера Феррари требуется план защиты поселения 5, а было 15, ну и так далее. Табличка перед вами. И удалены регуляторы мощности из рецептов для улучшения. Вот это неплохо. Понизили количество материалов, необходимое на повышение уровня предмета, примерно в 2,5-3 раза для пушек и скафандров, конечно же. Также понижено количество материалов, необходимое для установки улучшения инженера на пушку или скафандр, но возможность снять улучшение, конечно же, не добавили. Увеличено количество материалов, выдаваемое в награды за наземные миссии. Количество переносимых материалов и данных в рюкзаках скафандров также увеличено. Больше всего, конечно же, у Мэврика. По корабельным инженерам и материалам следующее. Упростили фарм промышленных материалов в сигналах. Раньше было 3-4 материала, которые мы подбирали, теперь вот столько. И все они 4-5 уровня редкости. Это прям много. Гайд, как это все фармить, конечно же, на канале. И релок работает. По данным, увеличено количество маяков для сканирования у разбитой кобры Джеймисон, где мы фармим с вами данные. До 9 штук увеличили. Вы очень быстро будете их собирать, поверьте. По сырью все так же. И тот момент, когда мы подбираем один материал, мы получаем также 3 без изменений. То есть один селен подбираете, у вас в хранилище их 3. Все так же. И значительно увеличено количество выдаваемых материалов за корабельные задания прям ощутимо. Крутки гаек у корабельных инженеров теперь имеют фиксированный, а не рандомный шанс на улучшение, как было раньше. При 5 уровне отношений с инженером 5-я полная гайка будет за 5 круток. С 4 на 5, естественно. Вот табличка, там все это написано. И один очень важный момент. 26 мая 2016 года на ПК и 3 июня 2016 года на Xbox One были представлены инженеры. И за все это время они не хотели упрощать этот момент игры. Видео пишется, что 7 августа 2024 года. 8 лет прошло, не трогали, люди мучились, а сейчас решили исправить. Могли они это сделать раньше? Могли. Теперь что касательно торгоидского БГСа. За участие в захвате контролируемой торгоидами системы там, или вторжению в систему, и вы его отбили, вы будете получать инженерные материалы после завершения восстановления системы. И надо будет это дело посмотреть на стриме. Все необработанные инженерные материалы 4 уровня, данные промышленные 5 класса могут быть использованы в качестве вознаграждения. Награды определяются в зависимости от процента индивидуального вклада командира. Топ-25 120, топ-75% 60, ниже 25% 18.
Из каждой категории материалов, сырьевые, данные, промышленные, случайным образом выбираются 2 материала, в результате чего получается в общей сложности 6 различных материалов. Например, командир высшего уровня может рассчитывать на получение 20 материалов 6 различных типов, что в общей сложности составляет 120. Думаю, так понятно. Материалы рандомизируются для каждой системы, поэтому все командиры, вносящие вклад в систему, получат материал одного и того же типа после завершения этого дела. Награды позволят вам достичь лимита микроресурсов, но не превысить его. Любые награды, которые могли бы превысить лимит, будут потеряны. Рекомендуется тщательно следить за вашим инвентарем и использованием материалов торговцами. Да, торговцы материалов, которые их обменивают. Вознаграждения выдаются каждый час, а сообщения в почтовом ящике будут информировать вас о достигнутом вами уровне. Вклады будут регистрироваться с момента релиза обновления 18.08, то есть обновление Type 8, которое вышло 7 августа 2024 года. Взносы не будут обнуляться при еженедельном обновлении и, следовательно, будут переноситься между неделями до тех пор, пока система не будет защищена. Количество и хранение всех типов материалов не увеличено, к сожалению. Но не то чтобы прям супер обновление. Да, упростили новичкам сбор материалов, но не упростили и инженеров, потому что открывать корабельных инженеров все равно долго и муторно. Дали возможность зато купить стартовые пакеты, и довольно много. Эта денежка поможет фронтирам в разработке, что в принципе хорошо, потому что разработка ведется. Они нам говорили то, что будет введена совершенно новая функция, которой ранее не было в игре. Они напомнили на стриме. То, что они помнят про нее и скоро расскажут. Возможно, на стриме Frontier Unlocked, который будет в конце августа, что-то мы доузнаем об этом. И один очень важный момент. В этом году, в сентябре, вселенной Elite 40 лет. И в декабре нашей игре Elite Dangerous 10 лет. Очень знаковый год. И как бы обещание фронтиров, может что-нибудь у них дополучится в этот раз. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока, увидимся в космосе.